Вот такой автобус, мы отправляемся. Людей пока не очень много, но есть. Водитель очень удивился, что я без чемоданов. Говорит, где твои чемоданы? Ребята, я выезжаю. Пока сижу одна, автобус практически заполнен. Людей много. Я еду домой. Война в Украине застала нас с дочкой дома в Одессе. Мы находились несколько дней дома. Мы не верили, что это надолго. Но суровая реальность за окном, особенно по ночам, дала понять, что нужно уезжать. Уезжали мы быстро, спешно, было очень страшно. Но в Украине у меня осталась мама, и я за ней безумно скучала. И 22 мая я решила ехать обратно. Как потом оказалось, это был первый, но далеко не последний раз. И в течение года я ездила каждые 3 месяца домой. Где-то в поле сделали еще одну остановочку. Здесь ресторан стоит. Вот это вторая остановка за 6 часов. Такой у нас автобус большой. Поле-поле. Афины практически, вот Атика вся такая. Горы, поле. Смотри, горы, еще лежит снег. В Афинах уже 30 градусов тепла. Путь был дальний. Из Афин до Одессы ехать 36 часов без ночных остановок. И первый раз я добиралась автобусом компании Volga Travel. Домой всегда возвращаться приятнее, чем оттуда уезжать. И хотелось рассматривать всю красоту за окном. По пути мы заехали в Салоники, подобрали еще пассажиров и поехали дальше. Нам нужно было пересечь Болгарию, Румынию и кусочек Молдовы. Очередная остановочка. Мы уже в Болгарии. Остановились сходить в туалет и немножко подзаправиться. Некоторые сели покушать. Кто-то вышел покурить, кто-то просто ножки размять. Впереди долгая дорога. Мы почти стоим на границе уже с Молдовой, и нам раздают утренний чаек. Раздают наши водители. Сейчас подыму. Нас в автобусе даже кормят. Колбаска, сыр, чай, кофе. Наконец-то нам поставили печать, и наконец-то мы едем. Очень долго простояли. Какая красота! Я на территории Украины. Вот моя земля. Мы в Болграде. Смотри, какой здесь храм. Сегодня летний Николай, так что я поздравляю всех с этим праздником. Николай бережет всех путешественников, всех, кто в дороге, всех моряков. И мы остановились подождать другой автобус, будем пересаживаться и ехать дальше в Одессу. Я уже не могу дождаться, когда я уже дома наконец-то окажусь. Вот так вот спереди наш автобус, называется гуманитарная помощь. Смотри, за ночь сколько камашек. Ну все, мы как цыгане. Будем ждать своего автобуса. Наконец-то! Наверное, ждали больше часа. Приехал автобус. Будем сейчас меняться, пересаживаться. Все наши бэбики будем отправлять в новый автобус и поедем в Одессу. Сегодня воскресенье, город практически пустой, людей нет, машин нет, бензина тоже нет. Я в городе нахожусь на Торговой, возле офиса Volga Travel, и вот какой город пустой. Машин тоже практически нет, поскольку бензина в городе тоже нет. Заправки Одессы. Такая фигня. И в Вайбере есть, но в Вайбере называется газ, бензин, дизель, газ, заправки в Вайбере это называется. 1
Друзья, я дома в родном дворе. Посмотри на эту красоту. Людей нет, сегодня воскресенье, но я дома. Сейчас пойдем, покажу тебе. Пойдем, зайдем. Боже, я думала, что я буду плакать, но все намного проще. Все. Я дома. Вот так мы быстро покидали дом. Мы лежали на диване, спохватились и погнали. Быстренько в машину, все побросали. А вот один мой цветок, который за 3 месяца умер. Пойдем посмотрим на балконе. Фикус красавчик. Он, конечно, нижние листья осыпались, но он стоит пока красивый. Вот второй цветок, который умер. Просто умер. И третий цветок я заносила к себе в спальню. Ну, сейчас откроем окошки, потому что все закрыто. Я не вижу, что здесь. А вот мой букадик. Просто засох. Он засох, но не упал. Я дома. Ну и гвоздь программы – холодильник, который остался с продуктами и был выключен рубильник. Все осталось в холодильнике. Запах, можно просто умереть от этого запаха. Фу, все просто умерло. Зато продукты были натуральные. Давай теперь посмотрим морозилку. Морозилка. Такая же красавица, как и холодильник. Работы мне добавилось. Навожу порядки дома. Вот такая красота. У Эли в комнате уже все постирано, даже одеяло постирала. Все, кроме штор. Шторы не стирала. Помыла полы. Скоро буду собирать чемоданы. Сейчас все остальное в квартире наведу порядок. Я вчера наводила порядочки до 12 ночи. В 5 часов приехала, даже около 6 домой. И в 12 ночи я только освободилась. Этот холодильник, он меня, конечно, доконал. Но зато я навела порядочки. Дома красота, чистота. Приятно, очень приятно. Я даже полы помыла. У нас была сирена, воздушная тревога. Но я в это время мыла полы. Мне некогда было куда-то бегать. Очень сладко спала. Все было прекрасно. Я сейчас быстренько позавтракаю, убегаю в магазин и еду к мамочке. Как приятно оказаться в тех местах, где ты когда-то уже бывал, и здесь было мирно и прекрасно. Я приехала на Среднефонтанскую, в сельпо, скупилась продуктами и еду в Раздельное на электричке. Ну, ощущение, что здесь, в принципе, все хорошо. Единственное, что очень мало людей, очень мало машин.
Ну все, я села в электричку, скоро буду ехать. У меня все хорошо, людей немного. Электричка, как обычно, ничего не изменилось. И пирожки по-прежнему носят. Мама живет в пригороде, и к ней добираться еще час на электричке. Раньше я ненавидела эти поезда, а в этот раз от поездки испытала невероятное удовольствие. Так надолго, на целых 3 месяца, мы расставались с мамой впервые, и я решила сделать ей сюрприз. Мама же от неожиданности меня не узнала и очень сильно расплакалась. Так мы и стояли на входе, обнявшись и рыдая, чем очень сильно удивили таксиста. Капец. Они ждали. Привет! Это я, мам! Привет. Давай помогу. Я помогу. Всего доброго. До свидания. Идем, такой сладкий пес. Идем, такой сладкий пес. Идем, мой хороший. Ты мой хороший, ты мой маленький. Дана туда. Дана, Дануся. Пойдем. Пойдем на улицу. Пойдем, будем смотреть бабушкин огород. Да, пойдем на огород. Пойдем, сладюська. Кто никак от меня не отстанет? Кто там такой сладкий? Да, ты соскучился, Пойдем, посмотрим твой огород. Боже, у тебя все растет. Да. Все растет. Красота. Знаешь, сколько надо поливать все это, чтобы оно расложится. Чтобы оно Мама, а было. что это у тебя такое? Что Вот это за дерево? слива. А, это слива. Это Слушай, слива я думала, такая что это у крупная. тебя это оливы. Не-не-не. Представляешь, как оливы? А что, оливы тоже так растут? Ну, вот такое вот вот растет у них. Ну, только ж Но как-то... само дерево, наверное, не такое. Ну, там, другое, другое. конечно, Да. дерево, да. Ну, сливы немного. Ага. Вон, посмотри, видишь, как я посадила огурцы, как посадила вот Ух помидоры. ты, вот ух уже, ты. Это помидоры, да, ты Да, это посадила? помидоры, а вот огурцы Так, уже хватит. тут уже завязи. Мгм. Да, а это только вон помидоры только посадила, он уже, видишь, начинает цвести, потому что подкармливаю химией. Мгм. Вот утепляю, удабриваю, короче говоря. Хороший Ой, у тебя столько- огород. столько надо. Отличный, Понимаете? отличный. Ну, Да хорош, стараюсь- хорош. Стараюсь, конечно, чтобы как-то. А что знаешь. ты сажать сейчас собиралась? Сейчас? Да. Не, это вот посыпала немножко это самое перчики, и там А. надо чуть-чуть Сейчас- помидор А то мама досадить. Рдика, вот А та, что ты да, вот, говорила, идём да? покажу. Ой, А как, покажи слушай, мне как её. же сложно с ней. У Да? меня было штук 10, и я 10 А, штук, это вот это, да? Вот она, смотри. И я штук 10 дала Люды, там это самое, там соседка в огороде это. И я вот это утепляю, она такая сильно, она говорит, у меня вся погибла, говорит. А вот это Реально я с такая. ней играю. Это все, что осталось, да? Что ты Это все, говоришь? что из 10 штук, у меня вот 4 штуки Ага. вот осталось. Но она потом начинает расти вот так вот. Они хватаются вот этими усиками, видишь? Вот я подвязываю ниточкой, но они усиками хватаются за эту сетку, потом себе вот так вот во все стороны растягиваются Ага. и растут так, как им облизывают. Боже, сколько доброты, сколько ласки, да? Мне уже ноги вымыл, не может Не успокоиться. не говори, боже, как он же Так он соскучился. соскучился, да, Как он обалдеть. скучает, да, это Малыш. просто капец, да. Да. Джеки, ты мой хороший, хороший. Все, хватит мне мыть ноги, хватит. Да. Чем тебе там помазано? Шо такое? Ты сладкий пес. Ты такой сладкий. Боже, Виноград. какая прелесть. Это как у бабушки такая смородина была, да? бабушки, да. Это ты посадила, да? Да. Обалдеть какая. Тоже смородины немного, да? Да. Вот это вот как-то такой плодовитый куст, а те нет. А это не смородина. Это не смородина? Как ее? Ажина и называется, или А, как-то это самое. Ну, точно. как-то Да. вот такой вот крупный растет. По-другому, да, она. Да, мой сладкий, Лена же еще все разрешает. Ну да, Потому что у конечно. Лены тоже есть собака, да. Конечно. А той собаке все разрешает. Ну все, он и на голову вылазит.
Ты мой сладкий, ты мой маленький, боже. Какого балбеса себе. Этого маленького не взяла. Лучше б взяла этого маленького. Да, маленький. Не, ну очень умный Такой тоже. сладкий. Он Такой молодец, такой. мой дружелюбный такой, да. Я люблю вот таких вот, чтобы он хотел со мной общаться. А Камень, он такой Да, на меня. гордый и гордый. Очень. Он, понимаешь, он настолько залюбленный этой любовью, что мы ему уже просто вот в кишках сидим. Ты что там ищешь, а? Маська, кого искал там? Там лягушки? А, там точно кто-то есть. Да, А ну, давай поднимем камешек, посмотрим, кто у нас там. Помочь тебе? А ну, давай посмотрим. Ой, их так много. Не-не-не, нельзя, не ешь. Мы тут сейчас химичим, будем с мамой заниматься. Да, еще набери холодной воды. А что это мы будем делать, мам? Побрызгать жука надо. А, жука будем брызгать. Короче, у мамы вот такая вот штука есть. Как эта штука называется? Штука называется опрыскиватель. Опрыскиватель. Да. Я просто такой На специалист. подзарядке? На подзарядке, что ты думаешь? А, на подзарядке? Ну да, то он же я не качаю сама, это все. А, ничего себе, крутая штука у тебя. Да? Обалдеть. Короче, мы Купила. сейчас будем поливать. Люди покупают себе Побрызгать наряды, такие. покупают косметику. Бабушка, видишь, покупает себе. Всякие опрыскиватели, да? Это самое французскими запахами французских духов. Я вышла с мужским препаратом. Да, понятно, да? Не-не-не, Понятно. Ага. Он говорит, ну это, говорит, Это крутая, короче, не, да? Ну они, конечно, позавидовали, да. Соседи, да? Но я тебе хочу сказать вот что. Люди сейчас действительно понимают. Мог бы сказать, да, я попользуюсь. А он говорит, я даже не скажу, что дай попользоваться, да, потому что я знаю, сколько оно стоит. Надо было сломать, да? Такие вещи же не дают попользоваться, понимаешь, поэтому... Ну надо да, уже- сломает, не рассчитается. Ну, не рассчитают. Ну, кому ж хочется платить 1300 за это, за то, что... Если бы хотели, то бы себе б купили, а так никто же не Ну, хочет. никто же не поэтому. покупает. но Дети, Сейчас дети, такое безденежье у людей, что, ты знаешь... дети, дети. Будем ровнички. Может, не нюхать, а? А мы не будем нюхать, мы будем смотреть. Ой, какая красота, солнышко как Да, светит. посмотри, вот. Какая прелесть. Вот посмотри, вот еще пару дней эти помидоры были вообще маленькие. Я их Да? щелкала, вообще их практически не видно было. Ничего себе, какая ты крутая. Ну, можете смеяться. Да, кнопочку себе нажала и вперед. Ну, не говори. Ух ты. Круто, крутизна. И ты побрызгаешь, и он пропадает, да? Ух ты. Так прикольно, что ты так много знаешь. Да, не знаю. Ну, я ж не Ну, знаю. вырасти дома, вырасти. Нет, а откуда? Я ж на огороде не копаюсь. Ну и мне не светит огород. Никто не хочет огорода. Никто не хочет. Ну, а что, мы ж... Где мы живем? Как-то я заметила, ты знаешь, я раньше обожала картошку. А сейчас Перестала, да, любить? Вообще. Я не люблю макароны тоже. Я не люблю... Мгм. Не, я люблю каши. Знаешь, какие я люблю каши? Картошку это нам приучили, что ее надо Да, есть. да, А да. на самом деле нету такой нужды. вообще, я раньше жареную картошку. Да, 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 Я да. обожала жареную. А сейчас жареного вообще. Не хочется. Да. Но Не я, кстати, хочется. молодую картошку очень люблю такую, знаешь, А я тебе сделаю с этим, да, с с укропом. чесночком, с маслицем, Да, вот такой да. с укропом. Пока она молодая, а потом уже, что с ней потом? Я купила. А уже есть молодая картошка на рынке, да? Ну, я ж купила, да. по 60 Ой, гривен. класс. Ого, по 60 Ну, гривен, представляешь, черта раньше- себе, вот это цены. Раньше, да, в этом году вообще цены. Помидоры и огурцы Мгм. тоже по Мгм. 65, помидоры 85, а огурцы 65, представляешь? Тянечка, Бретюшенька, кто там такая кисунька? Ай, ты моя хорошая, мур-мур-мур, мур-мур-мур, Муська-бубуська, ах ты маленькая, ай ты красотка, да, красоточка, красотка, мури-мури-мури, старушечка ты такая,
Ай, красу, море, море, море. Врррр. Врррр. Хорошая девочка. Девочка-припевочка. Так, Джеки, а ты? Пойдем, Джекуся, Джекуся, пойдем. Пойдем, Джекуся. Давай, давай, конкурент, давай. Давай, давай, давай. Вперед, 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 вперед. Ага. Бегом, 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 бегом. Хвостик, хвостик. Ай, да, да, да. А-та-та, а-та-та, а-та-тара. Не ходи, не трогай Дану. Да, 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 Дана кушает. Надо. Да? Она уже Что? бутоны выкинула. Потому что, видишь, только упустила, и хлороз начался. Солнце пожгло листья, видишь? Вот это вот. Она должна быть зеленая, насыщенная. Да? Ну, конечно, обязательно. Вот она сейчас приходит в себя. Я подкислила почву, потом обрызгала. Она красивая. Зашло, что-то не взошло. У тебя пионы, слушай, я так люблю, Есть. полюбила пионы, я что-то раньше их так не Идём на любила. улицу. Да, ты А раньше щас? терпеть не могла. А знаешь, почему я их не любила? Потому Последний что... звонок напоминает Да, 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 тебе, они мне напоминали последний звонок Да, в школе, да. и я Джеки, почему-то их так не Пошёл любила, отсюда. Да. а сейчас прямо вообще. Интересно, там жабы Джеки, разбежались. пошёл. Джеки, Пошёл, уходи. Джеки. Уходи, Джеки. Уходи, говорю. Жабы, Ну, наверное, она показывает, разбежались. мама. А сейчас я тебе... Розочка какая Вот это и- красивая. Роза обалденная просто. Просто обалдеть. Китюлечка. Элюшка, слышала, это для тебя. Тетюлечка, Бабушка это для тебя, тебя. роднулечка. Это Бабушка для тебя самая- специально розочку. Смотри, какую самую красивущую лучшую, отрезала. Самую красивую, да, самую красивую для Элюшки. Боже, бабушка, ну ты даешь. Да, как? А пахнет она как. Да, она очень пахнет, это Мгм. такая ароматная роза. Ничего Так не себе. получается, как у тебя. У тебя Смотри, какой каменная крупный роза. мак. Да и ты видишь, Обалдеть. а я не вижу так. Огромный такой. Джеки, Красота что ты там какая. делаешь? Удивительно, как все меняется в жизни. Когда-то я жила в мамином доме и мечтала жить в квартире. Я ненавидела огород и все огородные работы. Теперь, живя в квартире много лет, и я мечтаю жить в своем доме, мечтаю иметь свой сад и огород и выращивать такую красоту, какая растет у моей мамы. Возможно, все приходит с возрастом, а возможно и с мудростью. Кто там такой классный? Кто ко мне пришел? Кто ко мне пришел, такой маленький пес? Кто мой хороший, мой сладкий, сладкий маленький Наполеончик? Да, ты плачешь, я уезжаю. Я уезжаю, ты плачешь за мной, малыш, маленький. Доброе утро. Я сегодня завтракаю. Мама таких вкусняшек накупила. Смотри, какая клубничка. Меленькая, как я люблю. Домашняя клубничка. Сладющая, ароматная. Домашние сливки. Настоящие. Деревенские. Смотри, какие густющие. Сладкие тоже. Покажи еще. Мяско копченое. Покажи. такие. Все это, короче, вся эта вкуснятина, это вся для меня. Мама еще блинчиков напекла своих. Короче, я сегодня королева. Посмотрите, как спит эта колбасочка. Колбаска спит на скамеечке. Сидите, спали, колбаска маленькая. За столиком, пока мы сидели, кушали, колбасочка рядышком приспалась. Погостив у мамы, я снова вернулась на электричке домой в Одессу. Меня ждал любимый город, море и моя дорогая подруга Лилечка, которая, как и мама, всегда меня ждет, всегда мне верна. Красотка моя. Ой, прям между нами проехал. А ну-ка плечи выправь. Ровно плечи, красотка. Абрикос обязательно. Пошли, мы гуляем с тобой. Мы на Дерибасовской, и мы гуляем. А вот и наша еда. Мы в Кинзе с Лилечкой кушаем. Сейчас нам принесут еще... Что нам принесут? Мигрельскую 4 сыра, да, и хинкали будем кушать. Такая у нас сегодня вкуснятина.
И, наконец-то, нам принесли хинкали. Хинкали сейчас будем кушать. Там нужно открутить эту штучку сверху. И там будет юшечка. Но я, в принципе, никогда их не ела. Сейчас попробуем. Моя родная, любимая Одесса. Все, ребята отыграли уже. Не хотят играть на камеру. Танцуй. Танцуй. А вот и наша знаменитая Пушкинская, практически пустая. И смотрите, какие тут надписи. Если маму кто-то тронет, того мама похоронит. Одесса, мама. Людей практически нет, и машин очень мало. Сегодня суббота, и мы гуляем по городу. Но вот такой вот полупустой город. Очень необычно для субботнего дня, для Пушкинской. Ну, достаточно кайфово сегодня гулять. Наш прекрасный зеленый город. Вот так вот хорошо все. А у нас на троллейбусных остановках появились такие указатели. Вот троллейбус 7, куда идет, площадь Льва Толстого. Написано «Зараз». И таки да, вот он приехал троллейбус. Надо же. Говорят, уже давно есть, но я же не езжу общественным транспортом. Всегда удивлялась за границей, что есть такие указатели. И даже отсчитывают правильное время. Следующий троллейбус 10 через 18 минут будет идти. А сейчас я покажу тебе мое море. Ой, мы хотели спуститься на пляжик, а тут, к сожалению, вот такая табличка. Осторожно, заминирована. И все. Я на любимый пляжик не попадаю. Ну, что, можно сверху посмотреть. Купаться все равно никто не будет. Но там женщина пошла, кстати. Ходит прямо вдоль побережья. Такая странная. Мы рисковать не будем. Вот так вот. Любимое море даже не потрогаю. Женщина рисковая. Трасса здоровья гуляет вовсю. Тут даже есть группы, собираются и песни поют. Это кришнаиты Харираму поют. А где их балахоны? Почему? А, они вон винчик выпивают и просто так поют Харирама. Боже, сирена орет, люди гуляют, в парках сидят. Короче, кто-то меня долбит, что я должна бегать в убежище. Никто не бежит. Я бегу домой. Вот и закончился мой отдых. Неделя в Одессе пролетела быстро. Я уезжаю обратно, и нам в дорогу идет дождик.